Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший домашний сыр с дырочками всего лишь из двух базовых ингредиентов. Для этого рецепта обязательно берите натуральные молочные продукты, а именно творог и молоко. Они обязательно должны быть животного происхождения, без всякого там пальмового масла и других ненужных добавок. Здесь у меня 400 грамм творога жирностью 5%. Творог у меня магазинный, но при этом он очень высокого качества, и я уверена, что это творог, иначе у меня сыр не получится. И 400 граммов молока тоже натурального, у меня жирность 3,2%. Включаем огонь и ставим кастрюльку с творогом и молоком прогреваться до того момента, когда вы увидите, что начинает отделяться желтенькая сыворотка. Нагреваем, помешиваем периодически, чтобы у нас ничего не пригорело. По мере нагревания молока, как видите, уже начинает створаживаться у нас это молоко, потому что у нас творог это кисломолочный продукт, в нем есть молочная кислота, и под воздействием этой молочной кислоты молоко начинает створаживаться, и от него отделяется сыворотка. Видите, она такая желтенькая. Держим еще, пока вот полностью уже отделится она. Вот, посмотрите, прошло буквально 3-4 минуты, до кипения я массу не довожу, но смотрите, что творится с творогом. Он как бы уже начинает тянуться немножко. И на этом этапе вы уже можете понять, натуральный у вас творог или нет. Если натуральный, то он будет себя так вести, как у меня на видео. Если творог не натуральный, то он может просто раствориться в молоке, и у вас получится какая-то однородная масса или вообще как-то по-другому себя повести. Но натуральный творог ведет себя следующим образом. Он собирается в такой ком и начинает тянуться. Вот, посмотрите. Сливаем через сито всю образовавшуюся сыворотку. И даем постоять буквально несколько минут, чтобы сыворотка вся стекла. Вся жидкость стекла, перекладываем комок в кастрюльку. Добавляем сюда соль по вкусу, я добавляю половину чайной ложки. И добавляем сначала 1/3 чайной ложки соды. Перемешаем, насколько это возможно сейчас перемешать. Смотрите, дело в том, что реакция происходит между содой и между молочной кислотой из творога. В результате этой реакции получается плавитель, соль-плавитель, который начинает, собственно, плавить творог. Поэтому очень важно, чтобы творог у вас изначально был такой кисловатый, чтобы в нем было достаточное количество молочной кислоты, а соду мы будем добавлять постепенно. Я сначала добавляю 1/3 чайной ложки. Если вы видите, что творог плохо плавится, можно добавить еще чуть-чуть, но не добавляйте больше, чем половину чайной ложки, чтобы в готовом сыре не чувствовалось ни капельки соды. Включаем маленький огонь и начинаем плавить. Можно не на огне, можно сделать на водяной бане, чтобы у вас был более прогнозируемый результат и ничего нигде не подгорало. Или вот так вот, как я, нужно постоянно перемешивать. Сейчас оно прогреется и начнет плавиться. Вот посмотрите, что творится, уже начинает тянуться. Масса становится более пышной. Мы буквально прогреваем это все. Смотрите на глаз, вы сразу увидите, что у вас вот. И все зависит от творога. Может масса быть чуть более жидкой. В этом ничего страшного. Вот такой. Ну и все, снимаю с огня. Вот эти мелкие крупинки, которые остаются, они потом уйдут при остывании. Вот посмотрите, как он тянется. Добавляем сюда небольшой кусочек сливочного масла, у меня буквально 15 граммов, но, понятное дело, можно и больше. От этого будет только вкуснее. Но, чтобы уменьшить жирность продукта, я добавляю меньше. Хорошенько вмешиваем сливочное масло. Формочку смазываем небольшим количеством сливочного масла, чтобы у нас тогда все хорошенько отошло. Размер формочки выбираем по размеру нашего сырного кома. Он приблизительно будет у нас в районе 400 граммов. И вот так вот хорошенько утрамбовываем его сюда. У меня он всегда достаточно плотный, наверное, из-за творога, который я выбираю. Но у вас он может быть чуть более такой податливый и жидкий. Ну вот так вот хорошенько ему формируем, чтобы он там занял все пустоты, как говорится. Накрываем сверху пленочкой, оставляем при комнатной температуре полностью остыть, потом можно уже поставить в холодильник, а можно сразу кушать, получается очень вкусно. Поверьте мне, это очень классный рецепт и очень простой. Проходимся ножичком или лопаточкой по краешку, чтобы все хорошо отошло, и достаем. И вот такой кусочек сыра у нас получился, прям как головка из магазина. Давайте отрежем и посмотрим, какой у нас внутри.
даже есть дырочки, видите? Де-не-де проглядывается. Теперь давайте попробуем. Я не первый раз делаю такой сыр. Это очень удобно, особенно если у вас завалялся в холодильнике творог, никто его уже не ест, он слегка такой, знаете, прокисший. И вот для этого рецепта он подходит просто идеально. Сыр получается классный. Дело в том, что у него пониженное содержание жира, можно сливочное масло вообще не добавлять, и получается, что мы по сути кушаем творог с молоком, допустим, к чаю, кофе, ну сама польза. Пробуем. Очень вкусный. Он такой плотненький, дырочки в нем получаются. От сливочное масло дает такой слегка сливочный привкус, но при этом соль вы можете отрегулировать по своему вкусу. У меня такой в меру соленый, даже я бы сказала вообще не соленый, такой в меру просоленный. И еще один момент хочу подчеркнуть, что сода совсем не чувствуется, она вступает в реакцию с творогом, и поэтому не добавляйте сразу слишком много, вот 1/3 чайной ложки, потом лучше добавить, нежели переборщить. И еще один важный момент, нужно варить уже, когда вы добавляете соду, на очень медленном огне или на водяной бане, потому что сыр может прилипать, и потом кастрюльку тяжело будет отмывать. А так все прекрасно, круто, классно, и мне кажется, буквально за 10 минут все делается, потом он остывает, и можно наслаждаться такой полезной вкусняшкой. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.